Братан, а ты уверен, что это все надо на камеры снимать? Только... Ты что, прикалываешь? Ну, конечно, это первая брачная ночь. Да, слушай, странная эта затея у тебя, конечно. Мы все смонтируем, выложим в интернет. Послушай, это будет именно ракета. Так, все, Даша идет, бегом. Добрый вечер. Добрых вечеров. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух, что-то. Слушай, а это кто? Это Андрей. Он теперь будет здесь. Ага, да. Здорово. Давай. А ладно. Андрей великий путешественник. Что здесь делает этот твой путешественник? У нас сегодня, между прочим, первая брачная ночь, малыш. Да. Не с вами. А я не понял, ладно эти, а камеры? Это зачем? Всем привет! И это наша постоянная рубрика «Белорусская шелковица». Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. И смотри, Гагарин шоу. Всем привет! Это 41-й выпуск Гагарин Шоу. И, конечно же, сегодня не обойдется без интересных новостей из мира криптовалют и финансов. Но прежде я расскажу вам маленькое интро на тему сегодняшнего выпуска. И наша крипто-Даша подцепила где-то... Крипто-Андрюшу? Знаменитого Крипто-Андрюшу подцепила. Что вы заслужили, то я и подцепила. Подцепила, да. Подожди. Хочу сделать традиционный подарок нашему гостю. Пока Андрюша распаковывает, я хочу вам рассказать, значит, для тех, кто последние 20 лет не смотрит телевизор и YouTube, Андрей — это крутейший блогер, путешественник, звезда телеэкранов. Красивым лицом человек. Вот Андрей! Давай! Белорусская шелковица бедняков! Есть же, есть же! А почему одна пустая? Вот у вас кружка. А мы сейчас Сейчас я все всё сделаем. Ну давайте. Андрюшенька, сейчас все будет, дорогой. Если тебя подцепила Даша, то ты трезвым не уйдешь отсюда. Гагарин шоу. Так, ну, во-первых, я предлагаю поднять бокал Давай. за 41-й, собственно говоря. Да. Ребята, это же мы разменяли, мы. Да. Вы разменяли, это получается какой? Пятый десяток. Пятый десяток. Пятый десяток. Пятый Есть! Даша пятый десяток Просто разменяла больше еще лет вас 15 только назад. Якубович все выпусков снял. Все. Да, но больше нам не нету. принесли столько Конечно. консервов, как ему. Ты слышал понимаешь? шутку от меня? Ты привез консервы из Алло, Киева? эй! Да. Или где ваши столичные манеры? Что? Я шутку сказал. 41 Жесткая выпуске. шутка. Первый раз шутка, и то никто не слушал. Вообще ноль. Колко, жестко. Угу. Я сказал, что Залетает. Даша... На злобу дня Я просто. сказал, что Даша разменяла свой пятый десяток еще 15 лет назад. Ну класс. Тот случай, когда шутка, которую мы не услышали, была смешнее, чем шутка, которую он повторил. Такое Это бывает грех. иногда. Андрюша, Это нормально, это всегда стандартная это программа. грех. Я рад вас видеть, у вас так весело, слушайте, мне так нравится. Ну что, расскажи нам что-то про Андрея, Так, что ли? ну, Так у меня есть получается? один факт. Давай. Есть один факт. Подождите, мужики, я хотел сказать, что выпуск будет смотреть жена и дочь. Да, все хорошо. То есть про Лесю убираем. Сразу 7 фактов убираем. Так, Про Лесю убираем. Вова любит вставлять всякие словечки, так вот я тоже начну. Судачат. Ставки. Судачат. 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 Подожди, это только О том, начало. что после окончания школы ты 3 года работал электрослесарем на... Как еще раз? Кем? С ресарем я не работал. Тебя уже пластинку жует Нет, немного. чуть-чуть. после окончания школы ты работал электрослесарем на Да. Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Тут я за сердце всегда держусь. в этот Эту момент. правду, Эту правду. эту правду. Эту правду. Это И можешь это действительно чуть-чуть так. подробнее, как оно, что там оно. Ну, а что подробнее? Мариуполь — это город металлургический. Привычка носить Город шапку надежд. именно оттуда, я так Третий понимаю. факт читаю я. Я Летом, да? забила Мариуполь сразу. летом шапку. Летом. Мама еще всегда говорила, садила на Летняя колени. мариупольская И шапка. говорил: сынок, похолодать может в любой момент. Носи шапку. Я будущими давала лисью такую большую. Вот. И мы Потом все ее по Мариуполю- сбили, скорее потом- всего. Потом ее сбили, да, и всё. И там уже все закрутилось. Да, меня закрутил. была Познакомился шапка с из бобра. ребятами слово за слово. А это был старший мастер, он говорит: пойдешь к нам? Я говорю: ну пойду к вам. Ну ты же Но сильный. только это уже было вне работы. Ну, не, Мариуполь — это металлургический город. Мне кажется, был сначала завод, а потом уже начали вокруг Потом этого начался завода Мариуполь. строить, да, Подтягиваться. строить город. И
Я отучился, поступил на заочно в Харьковский университет внутренних дел. И родителям сказал, что я буду сам оплачивать. Красавчик. И папа Ты хотел устроил быть меня. милиционером? Я был глупый еще тогда, зеленый. Я еще не знал, что родители, оказывается, тоже могут оплачивать твою учебу. Вот. Так Да, и можно я- было? Да, и так можно было. Я потом сказал, батя такой, ну как хочешь, и доллары прячет обратно в штаны. Ну, сын, как хочешь, а чё? И я пошел на завод для того, чтобы сам зарабатывать. И сколько ты сам заработал? Ой, И начинается. мне хватило оплатить учебу, и хватило ездить там с девочками. Левачок был, да, Что? получается? Левачок, На металле. Да, левачок был на металле. Третий Я факт выносил считаю я. в штанах. Подожди, а Рельсы. ты как слесарь что делал? Ни хрена. Слесарем. Вот ни хрена я не делал как слесарь, потому что я не шарил вообще ничего. Первое время я вообще ничего не знал. А я за что сидел- деньги тебе давали? Я сам задаюсь этим вопросом. Хорошие люди просто, они такие меценаты. Вот так у нас все в стране происходит, понимаешь? Тогда происходило в стране. Сейчас всё иначе. Будущий заочный милиционер работает слесарем, получает деньги просто так. Не пойми вообще, как это так Не получается. пойми вообще за Вот что. как стать таким великим и популярным. О, это Слушай, ладно. Слушай, это на самом деле это может быть и выдуманная история. Может, он был мариупольским мажором, рассекал на 210-м Мерседесе по райчику, как бы. По вот это- заводу. Ты ж Вовчик, не понимаешь, проверишь, таких не же, узнаешь. таких же никто Поехали не в любит, ты понимаешь? Мариуполь. Ну разве он мог бы прийти и сказать, да, ребят, я как бы, ну, я кушевой тип, как бы, да. По Мариуполю решал вопросы, все закрывал. Давай как бы. продолжим с тобой разговаривать. Да, Тебя давай. вообще идиот. Ладно. Так, подожди, у нас тебя есть не еще, видел, ты подожди. прекрасный. А еще факты? Да. Больше? Есть больше, чем один факт про меня? Свою, да, тут 4 факта, третий 3 факт надуманных. читаю, Да, пожалуйста. договорились, все. Свою телевизионную карьеру ты начал с клуба веселых и находчивых. Да. Рассказывай, Ну, что за все, движ? все играли в КВН. Все кто, слесари? Да, все слесари, знаменитые. Вот это вот слесари выходят в касках. Хоп, хей, 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 хей! Приветствие, разбежались. Минутка, разминка. Да, минутка, разминка, Все знакомы зарплата. откуда. Проверяют атмосферу. Да, вот так. И каску натянул, чтобы ты... Что за команда? Что вы делали? Я сначала играл за заводскую команду, называлась Или Чача. Или чача. Или Чача. Это Такой грузинская каламбур, команда. каламбур Или слов, Чача, да. или Дмитрий Иванович водка. Или Чача. Или чача. Раз, два, три, четыре. Слушай, ты Или меня... чача. Оставь его, угомонись, меня жена смотрит выпуск. Не Астафьева, а Востафьева мне здесь называют. Востафьева. Востафьева. Угомонись. Отдайся, озолочу, ожерельями окручу, правильно Слушай, меня уже и говорить. камеры не смущают, в принципе. Ты можешь продолжать? Вот Поехали. хорошо, что я сегодня в таком же не пришел. Вот я как чувствовал, я из завода в таком же Почему у нас ходил. биткоины валяются? Может, это... Бабок. Подожди, это мы сейчас Андрею будем продавать. Бабок, Бабок немерено. Просто полно. Нам же надо как-то отбить эту всю историю. Сейчас мы же тебя заманили не просто так. Так, подожди, ну и КВН, да. КВН, да, Или Чача. Или Чача, заводская команда, Так. меня позвали ребята. Что-то как-то влился там, туда-сюда, начал там Что, шутить, ты представляешь, пародии. Ну ты ж позвали слесарь, в ты не мог КВН. не влиться. Это шикарно, да, такие. У меня еще были такие волосы, то есть у меня была каре, как у Как у Даши меня? сейчас, да. Серьезно? Была такая же грудь. То есть, ну я выделялся в среди какой электрослесарей. момент ты проебал все? Вложился не в ту крипту, понимаешь? И похудел. И похудел. И так на То есть часах. был Отличие от такой меня. зажиточный такой, значит, волосатый мариуполец, а стал лысым киевлянином. Вот и Да, всё. вот как так. Киев. Похорошел Киев при Кличко. Сколько? 700 километров от Мариуполя до Киева, да, или больше? Ну, Смотря как ехать, да? если через Донецк, вот как раньше можно было ехать, то там 500, там 600 километров. Даже так? Там А больше? 900, где-то 700 километров. Навстречу А сейчас своему через Днепр. счастью. Так, хорошо, Сейчас через но Днепр- смотри, я сомневаюсь, что команду или Чача снимали в телевизоре. В какую Не ты снимали. потом в какую ты Мы попал? снимали в команду? телевизоре, потом я попал в команду На «Причем здесь интернет мы». снимала. Причем здесь мы. Хорошее, да, очень хорошее. такое запоминающееся название. Конечно, запоминающее Быстрое название. такое. Так, Быстро. собственно, как и Или Чача. Неймингом занимался кто-то из Мариуполя? Ну и что? Гость уходит с передачи пьяный, а мы говорим, а при чем здесь мы? А? Слушай, ну сейчас хорошо. Залетела, ты понял? Вторая. Отправляй 41 ты как, выпуск, две как сразу. баллистические ракеты. Слушай, ходят слухи, Так. что когда ты работал на телеканале ICTV, у тебя было с уборщицей. Собственно, так ты попал в проект «Большая разница». Шпиль у тебя был. Я готовилась долго. Что было? Шпиль. С уборщицей? Не, это Смотри. выдумано. Это выдумано, не было. Начнем с того, что она была не уборщицей. Сюда Андрей, человек... Она была сторожем. Ее повысили потом, звали ее Витя. Звали ее Витя. И это Для то- и друзей то по Виктор пьяни. Николаевич. У него были усы. Не было у меня с уборщицей. И то
У меня. ICTV, да, мы были в Подожди, последнем... давай, какой-то Хорошо, ход. как ты попал в большую Подожди, разницу? большая разница. Подожди, какой-то ход с... Большая разница вообще. Не, Сорок. попал в вообще не ICTV помню. ты когда? Сначала был последний комик, проект, за который стыдно. Да. Вот есть такой? Вот, ну, Чего? У меня Вот это первый проект, за который Подожди, стыдно, а второй это А где ты последний был? комик. Одет в этом комике был? Одет, да, я был одет. А, Такой был первый проект на ICTV, где все были одеты. Наконец-то, все были, даже Дашка приходила в дубленке. И в бобровой шапке. Да, бабушка, привет, я Даша, все, я ухожу. подожди, смотри, просто если ты попал на ICTV до того, как встретил свою жену, то ты можешь рассказать про уборщицу, в этом никакого криминала. Нет, да не было никакого Да уборщицы. ну я не, знаю, ну откуда- Андрей, Не, ну Андрей, давай, Андрей, идите в было, жопу, ну не ебать. было. Смотри, было и Андрей, было. было и в было. жопу. Даже после такого приглашения, я все же... Так, вы сейчас должны назвать ее. Мы нашли эту уборщицу. Света, заходи! И Света такая. Заходи, родная. А прикинь, такая, да как не было, а ну иди сюда. Ах ты, Как не скотина, было, да? как не было! Мы с тобой в Родинка ICQ здесь, переписывались родинка сначала. А сынка Егорка от кого? И Подлюка, заходит малой в шапке в такой черной. И такой, Бобровой. вокруг тебя весь мир. Так, это не смешная шутка. Мам, танцуй, Дим, мокрая прости. девочка. Танцует. Он после этого к нам может не приехать. Так, Бобер? Бобер, да. Егор? кто? Егор Бобер. Не, ну я думал, это монатик. Это какой-то Нет? шансончик сейчас. Не монатик? Для вас поет Егор Бобер. Чефир мой, чефир. То же Да на самое. шапке лежал. А чувствую, Весело что у вас. продолжение с Андреем Слушай, будет. смотри, ну тут дальше продолжение, походу, той же истории с уборщицей. Да не уборщицы никакой. Андрей дважды выставлял свою обнаженку, прикрываясь сзади персиками, а спереди фикусом. Андрей. Зачем? Один раз. Да. Вопрос, зачем сзади персик? А ты Впереди персик фикус. булками держал? или Почему? нет? Почему не набрал? Так же меня взяли в команду, причем здесь мы. Я зашел. Пацаны, смотрите, оп, умеете так? Ты нам нужен. Нет, зашел просто нормально подготовленный, речь, значит, а персик жопой держать умеешь? А Андрей такой, хоп, Говорит, все, будешь тамадой на свадьбе. все, А работаю. косточку отделить сможешь? Такой, Поговаривают, что эта косточка до сих пор здесь. Так ты попал на проект «Большая разница». Большая разница, я попал, Даша. Я попал через кастинг, мы тогда увидели, мы снимали квартиру. Мы Боже, как жили... проходили кастинги? Вот расскажи мне да, просто это очень интересно. Всё, у меня-то понятно, как проходили Ну, кастинги. там, Кастинги проходили так же, как и вы, перескакиваете Тебя с за вопроса на интеллект вопрос, везде брали. ребята. И Сейчас блин, это вот реально раньше были очень кастинги, сложно, сейчас да, не когда знаю, есть или ты нет. что-то Слушай, рассказываешь, они между я собой на беседуют. Согласен, кастинга. мы умные люди должны держаться вместе. Тебе поэтому Мы, говорю. я, глядя на твои шоу, мы юмористы. Боже, бедняков, спасибо, что ты пришел. Такое хорошее шоу. чуть-чуть переключила тебя грудью на себя немножко. Ну, типа, это твоя рука, понял? Забрала. Недостаточно поддержал Нет, еще. я просто ракурс зацепилась чуть-чуть. серьгой за Андрюшу. А, да? А я просто как к будто сожалению, это- не могу сиськами к тебе прижаться, поэтому... Почему же? А я Хотя, не с другой съела. стороны... До того, как камеры включились, ты прижимался там, а здесь сейчас стесняешься. Ну это же со спины было, подожди. Кастинг был, большая разница. Мы снимали квартиру, мы приехали в Киев, и мы снимали однокомнатную квартиру, которую чудак переделал. Можете сейчас грустную музыку включить, Да, пожалуйста? очень грустно. И я видел, вы Давайте можете сделать просто я фотошопом. Падают такие, давайте осенние Листья. листочки, кленовые. Да, такие. это именно И фотошопом пару... дело. Нет, биткоины падают, биткоины. Вот так, сделайте вот так, биткоины падают. А если ты думаешь, они не моросящий сделают? дождь, давайте. Моросящий, Они моросящий дождь. сделают? Все, тихо, Так я ребята, был в- очень так я был очень ВКонтакте грустная подписан. история. Так, Моросящий тихо, дождь. тихо, тихо. Съемная однокомнатная, давай. Съемная однокомнатная квартира. Жили мы, ели черную икру, я и еще 3 мулатки. И звонок в дверь, я открываю, стоит Цикало, говорит: Андрей, привет. Я Цикало, я говорю: привет. Раздевайся. Я Андрей. Ну, так и было, все, конец истории. Это он одно из мулаток сказал. Верни шапку. Раздевайся! Раздевайся! Какие ваши потом- доказательства? И со стула упал, да? Так, хорошо. Ты смотри, ты Шутка от снимался... Александровича. Определенно, мы с за 300. тобой споемся. Просто огонь. Ты снимался в рекламе чая Липтон. Снимался. Расскажи. Расскажи, А пожалуйста. знаете анекдот, когда ты достаешь такой, утром просыпаешься и веревочки висит. Это Такой нет. достаешь, говоришь, хоть бы Липтон, хоть бы Липтон. Могу тебя организовать Зашла сейчас. шутейка, зашла. Смотри, 4-е попадание. Просто напалмом же. Братан, Просто, ты сегодня да. в ударе. Утренняя барракуда какая-то. Слушай, ну в школе было очень смешно. Утренний стендап. Доброе утро, у нас наша передача «Утренняя барракуда». Сегодня у нас в гостях Глеб из города Харьков. Твой номер, хоть бы не Липтон, хоть бы не Липтон, хоть бы не- 5, 5, 5, 5. Хоть бы Липтон, а не хоть бы не Липтон.
так, я не знал эту шутку. Липтон! Ну, это там есть реклама. Не, можно снять грустную передачу «Не Липтон». Просто капсула смерти изо рта вываливается. Можно я спрошу? Ой-ой-ой, тут. Сколько стран ты посетил? У тебя есть дома карта с этими? Не-не-не. Можно спросить, сколько стран человек посетил? С Финляндию посетил? Какую? С Финляндию. Финляндию, да. Это знаменитая страна. Что на Дашу посмотрел? Наконец-то она продвинула эту шутку свою. Да. Я не знаю, около 100. Как ты не знаешь? Я не считал. Я сначала задавался... Около 100 это Слушай. что-то по-испански? Да, около 100. Около 100. Около 100. Это болезнь. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, мазь от околосты? У нас околоста. Ой, это серьезно. В голенях. Околоста, это серьезно. Какой возраст? 3-4. О, это околоста. У меня деда околоста. У отца околоста. Сразу у такой в бабки интернет. околоста. У меня колоста. Что мне делать? Гагарин Шоу. Андрюшенька, дорогой, мы переходим к серьезной теме. Отсюда, соответственно, следующий вопросец. Скажи, пожалуйста, сталкивался ли ты с криптовалютами в повседневной жизни? Владимир, спасибо, что вы задали этот вопрос. Вопрос прозвучал от Евгения из Саратова. Живите в Саратове сами. Жень, я же тебя просила, не надо. Дополнительная минута, товарищ ведущий. Я не сталкивался, я вообще ноль в этой теме. Вот если честно, я как-то хотел, пытался, но я вот из тех, кто хочет рискнуть. Если 0 умножить на 0, то это 0, как говорится. Да, в этом Хочется городе. столкнуться. В этом конкретно. городе, да, конкретно в этом. Своя таблица умножения, я не знаю, да. Слышали мы эту таблицу умножения? То есть вообще никак не сталкивался? Но Вообще. но у тебя огромный же круг общения. По-любому же должен был Нет, сесть ну в общении, конечно, есть. какой-нибудь ты товарищ такой, а ты не слышал про Dogecoin? Что, такого не было, что ли? Таких товарищей полно. Так. Но никто об этом ничего не знает. А ты не слышал? А ты не слышал? И я не слышал. Давай в приставку поиграем дальше. Ты не слышал? И Ты, я не кстати, слышал. играешь в приставку? Я играю в приставку. Успокой меня. А во что ты играешь? Я в фифу. Фифу? Нормально шпилишь? Не. А в Call of Duty не играешь? Не. Mortal Kombat? Да. Ну, то я только на Сеге вот это раньше, когда эти Call of Duty это где Наши дофига подписчики не знают, людей. что такое Sega. Давай не будем их уводить в дебри нашего покалеченного Загуглите, что дела. такое Сега. Загуглите, да. Загуглите. Не, ну твои старшие товарищи Sega и скажут, Sega. о, нормально. Sega Mega Drive. И я картридж. знаю. Sega и картридж еще. У вас там лежит кассета. То есть, соответственно, история такая, что не было у тебя в окружении ребят, которые могли бы так или иначе тебе что-либо поведать на этот счет. Смотри, в окружении ребята есть. Я могу их послушать, но я понимаю, что я оттуда ничего не почерпну. Вот такая странная ситуация. Вроде бы я их знаю. Я Спекулянты, в типа? каждой передаче. Нет, даже это не есть те, которые там что-то там на биржах, они там торгуют, там покупают, продают. Ага. Ну, я из тех, не то, что верить в нее, знаешь, а то, что ты купил. И вот Просто сидишь, веришь. спекуляции. Да, вот там она подорожала на 2000, Да. надо продать, потом завтра ее, послезавтра. Вот такие есть. Но они зарабатывают на этом или просто Как они, говорят, просирают? зарабатывают. А, Или ну, просто понятно. Ну, скорее всего, Да, я такой думаю, да. первый вопрос, да. Поэтому я не могу. А энтузиастов не было таких, Нет. знаешь, которые бы сели и сказали, ты А мне знаешь, хочется это такого энтузиаста мир найти. технологий. Мне хочется такой энтузиаст. Подсаживайся ближе. Мне хочется найти такого энтузиаста. Да, не ведись на это. Андрей, смотри. Бабки есть, Или сиськи, бабки или есть, технологии, бабки Андрей! есть, Или сиськи, или бабки технологии! Должен быть кто-то, кто со мной на одном прости. берегу. Прости. А на том берегу... Вот поэтому и не доходят технологии до некоторых ребят. Потому что они выбирают грудь. Да, Ги. кстати. Нет. Грузди. Слушай, Грузди. в данном случае хватило только одной. Грузди. Ясно, наш гость не знаком с миром криптовалют, но... Предлагаю его инициировать. Но хотел бы. Ну, это интересно, что? Я люблю рисковать просто. Так это ж не про риск, это про выбор. Подожди, хорошо, вот это первое, то, что я знаю про крипту, это риск. Вот у меня первая ассоциация. Нет, Забыл пароль. это выбор. Какой пароль? Это я. выбор. Я То есть ты рисковая хочешь сказать, хана. что ты как воспринимаешь криптовалюту? Как какую-то типа, как какую-то спекулятивную Слушай, я пока ее вообще- манипуляцию какую-то типа, что, ну как, вот, ну, я тебе говорю, криптовалюта, что у тебя первое приходит? Риск. Я Риск? сказал, это риск. Ну и какая-то спекуляция в первую Риск и очередь, да? нечто, ну и за людей, которые вот постоянно о ней стараются говорить, то, возможно, да. наверное. Просто сейчас шоу может закончиться, ты сейчас неправильно ответишь. Ребята, криптовалюта — это наша жизнь. Я думаю следующую дочь свою назвать криптовалюта. Криптоваля! Криптовалюша! Криптовалюша. Криптовалюта. А если сын, то криптовал. Знаменитый Криптовал. криптовал, герой Mortal Kombat Криптослав. следующей части. Криптослав. Криптослав. Криптали! Криптослав, пойди сюда! Эй, Криптослав, запряги коней! Да, батя! Это что, одного не знали.
Криптослав Ярославович. Слушай, но О, это легендарный человек. я хочу тебе сказать, все вот эти спекуляции, купи, продай и так далее, они, конечно же, всегда в первую очередь притягивают вот этих вот барыжек с радиорынка, которые такие: о, братик, смотри, там, короче, сейчас вот это, Сейчас там, залетаем, чим, пум, 200К, ау. 200К. Для того, чтобы идти, нужно идти, для того, чтобы встать, нужно встать, для того, чтобы заработать, нужно заработать. Это идеальная мотивационная речь. Да. Где ты был 10 лет назад? Я выступал по городам и весям. Они заполоняют пространство. Вот. Но по факту нужно понимать, и хотелось бы, чтобы после нашей передачи, там, не надо ничего покупать и так далее, но хотелось бы, чтобы после нашего шоу, чтобы ты немножечко вник в суть того, что за технология стоит за этой всей историей. То есть вот когда-то в 94 году, когда начал развиваться интернет, для всех было совершенно дико там в интернете там покупать обувь, например, да, или там осуществлять какие-то общения какое-то в интернете. Ну, типа, зачем, если есть кис, брысь, мяу, городки там и так далее. Как классная игра. О, вообще. Бресмяу. Бутылочки. Бутылочка, конечно. На бутылочке. Зачем нужны все это? Зачем Одноклассники интернет? и Facebook, да. Криптовалюты, как бы, это следствие, а исток — это технология блокчейн. Технология распределенного реестра, собственно говоря, устроена по такому принципу, благодаря которому... Ты очень иногда, когда входишь в раж, ты очень... Андрей, я в теме, я с вами. Ребята, я с вами. Смотри, это невероятная технология, которая заполонила мир, и она сейчас на стадии принятия мировым сообществом, мировыми банками, мировыми государствами. И, соответственно, через еще несколько лет... Бумажные деньги, все, типа. Скажи, в чем суть технологии? Сам забыл, подожди. Ты маме покупал мобильный телефон? Да. Сенсорный? Да, нет, да. Сенсорный покупал? Я дарил такая еще бэушный свой. планирую. Ну, он сенсорный. Да. Вот, ну, как бы, вот представляешь приблизительно, вот как объяснить, как вот это работает, зачем вот это нажимается и так далее и тому подобное. Вот чтобы ты не выглядел так же в глазах своей дочери через буквально там 5-7 лет, как бы, было бы неплохо немножко хотя бы разобраться. Давай. То есть это технология. Давай, не томи, да, Это скажи? технология. У нас будут новости. Во втором блоке, а сейчас первый, Даш. Не делай вид, что ты читал сценарий. Я читал сценарий. Можно я чуть-чуть тебе сдвинуть? цветок хотел. Я тебя боюсь сегодня. Гагарин Шоу. У нас наша постоянная рубрика «Умопомрачительный голос свыше». Сегодня у вас первая брачная ночь. Символ чистоты и невинности. Но так... Да, всем вам уже поздно терять невинность, поэтому предлагаю сразу забежать наперед и угадать, кто будет в вашей шведской криптосемье первенцем, мальчик или девочка. Часто ребенок пола того родителя, который ярче блещет умом. Сейчас мы проверим ваши умственные способности. Новая рубрика в Гагарин Шоу под названием «5 секунд». Я задаю вопросы, вы отвечаете, и на раздумье у вас есть только 5 секунд. Вопросы смысле связаны была с вашими рубрика увлечениями. «Постелька»? Отвечайте на них правильно, ведь самый глупенький из вас в качестве наказания будет избит током на протяжении 5 секунд. А Глеб? Да ну, Это всегда Глеб. Это меня просто не было. Смотри, я без конкурса Нет. тебе могу сказать. Ты не понял, отвечаешь правильно, Хорошая была неправильно. игра. Меня. Не сильно будет. Давай, держись. Он неправильно отвечает, меня, ой, перепутала. Блин, ну, Андрей, если честно, это очень больно, поэтому настройся. Я пробовала. Я Это эту очень рубрику больно, как ввела в стали этот лететь зал. Вела в завод. этот зал. То есть ты здесь самая умная. Эта рубрика уже во мне. Что, а вместе отвечать или каждый? Это так больно, как быть богатым мальчиком в Мариуполе. Не знаю, ни разу не пробовал. Бабки есть, а потратить некуда. Бабки есть, а шаурма в 9 закрывается. Вот такая вот история. Слушай, подожди, Давай, а Дурнев Вов. же тоже из Мариуполя. Вы знакомы с ним? Да, но мы Вы не- заочно. с разных районов? Я бы тоже с ним знакомилась. Ты с первого дома, он с пятого, и вы чисто Да, и мы вообще... чисто вообще не дружили никак. Вообще Чисто нет. выходишь, увидел Дурнева, такой... Там же четные дома и нечетные дома, понял? Они друг другом не... Вообще не без... Я не знаю, откуда Перехода Дурнев, нет. с какого района. Я не знаю, с какого района он. Но я знаю, что он из Мариуполя. Внимание, первый вопрос для Вовы. Какая самая дорогая криптовалюта? Время пошло. Биткоин. Ну это я знал. Ответ неверный. Этериум. А я знал, что это другая. Если ты про UEFI, то она сейчас... А, она дороже, да, UEFI, окей. Съел? Ответ неверный. Съел?
Давай еще раз, не позорь. Как бы там ни было, время истекло, поэтому этот балл ты не зарабатываешь. Время Самая истекло. дорогая криптовалюта 42 коин, 42 коин. 42 coins. Она стоит 71 416 долларов за единицу. Вопрос для Глеба. Кто впервые использовал термин блокчейн? Варианты ответа: Сатоши Накамото, Хелл Финни, Виталик Бутерин. Время пошло. Мой бывший. Первый. Да нет, конечно. А, нет, третий, А я не конечно. знаю. Назови фамилию. Сатоши Накамото, Виталик Бутерин или Хелл Финни. Финни. Финни, это правильный ответ, ты зарабатываешь балл. Вопрос для Даши. Да он Сколько откопал где-то эту было? я не понимаю. У меня Сколько бывший. было? Сколько было? У меня Сколько бывший. было бывших? Жен у Хью Хефнера. Время пошло. Оу. Ты охуел, дай варианты ответа. Ой, а Одна, так- две, три. А так можно было? 3. Неправильно. Две. К Я не знаю. сожалению. А если назовет фамилии, то Можно я балл. скажу фамилию? Хорошо, если ты называешь фамилию, я засчитываю этот балл. Время пошло. Вторая жена была Холли Мэдисон. А первая? Первую жена, я забыла, по-моему, Полякова. Сара. Лазарев. Нет. Иваненко. Лазаренко. Милдред. Милдред. Милдред Иванова. Это она знаменитая. Первая жена. Милдред. Бывший Игорь. Слушайте, мы были так с ней тесно Да, знакомы, что да. мы просто называли Милдред. Я не знаю ее фамилии. Милли, Кстати. Милли. Нет, кстати, Милдред ко мне одна из первых женщин, которая подошла и говорит: не бойся, у тебя все будет классно. И я забыла, как ее фамилия. У тебя будет все классно, но балл в этом конкурсе ты не зарабатываешь. Милдред Вильямс. Вопрос для Андрея. Столица Уругвая. Монте-Фото, Монте-Видео, Монте-Картино. Время пошло. Монтевидео. Монтевидео. Видео. Монтевидео. Подожди. Значит, Монтефото. Эльда, Сегодня- видео. когда закончится передача, я зайду к тебе в номер, и я хочу, чтобы мы сняли Монтевидео. Монтевидео. Или Монтефото. 4К. Аккуратно. Не Порвалась. тресни. Порвался рот. Даша чуть-чуть порвалась. Начинаем второй круг. Снова вопрос для Ха-ха, Вовы. я жуёк. Вова, будь внимателен. Сколько страниц в оригинале белой книги Сатоши Накамото? Время пошло. Вов, ты реально... Какая белая 71 книга? страница. 67. Сатоши Накамото напрашивается. Глеб, я порвала Давай платье, варианты. Вов. Даю варианты 7, 9, 11. 11. Не смотри в зал. Почему 11. Андрей самый легкий вопрос? Я сказал 9. Я говорил 9. Он сказал Там 9. звуковик рядом сидит, я сказал там 9. у вас плохие Давайте батарейки. Там промотаем. было реально 9. Это Шенхайзер или я не понимаю? Шанхайзер. Это моя девичья фамилия. Шанхайзер или Или Вьетнам. Привет из Шанхайзера. или Кудлау. Люкен, Шанхайзер и Шаньцун. Знаменитый на сельской Люба, дискотеке. пришли мне в сообщении: Шанхайзер, пожалуйста, я хочу переименовать себя в Инстаграме. Дарья Шанхайзер. Шенхайзер. Добрый день, я Шанхайзер. Вам нужно прочистить бассейн? Сейчас, подожди. Да, заходите, заходите. Кому следующий вопрос? Верю, что мог не расслышать. Вопрос тогда к залу засчитываем. Вове балл, он сказал 9. Нет, Нет, Стоп, 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 стоп. Поехали дальше. Стоп, Следующий подожди. А есть запасной вопрос? Перезададим. Запасной Шанхайзер. Ну как в есть? детстве было, Москва доказала. Задай ему тот же самый вопрос, он все равно не ответит, даже если второй раз задашь. Он по Он все равно Шенхайзеру скажет- он все равно послушает. скажет 11, там без вариантов. Вова, дай запасной вопрос. К сожалению, ответ был неверный. Я не могу играть. Ай-яй-яй, реально тупо Следующий вопрос тупо для засудил. Глеба. В связи А с- зарплату ты получать планируешь? Мы И делаем это запасной правильный вопрос для Володи. Вовочка. Да, братан, бабки есть, не слушай. Внимание, вопрос для Вовы. Насколько ты готов поднять мою зарплату, чтобы я засчитал тебе этот балл? Варианты те же. 300, 500. Нет, Стой, подожди. Варианты те же, 9, 11 или 8. Это в тысячах или в биткоинах? Это в гривнах. Вова, я тебе сегодня дам. Читай следующий вопрос. То Вова 300. Си у тракториста. И это правильный ответ. Куда я Бедняков попал? из себя шоу превращается в какое-то шоу.
Шоу. За меня? Да, блядь, у нас такого не было. Мы сегодня, Всегда блядь, интеллигентные трезвые. нормальные выпуски. Ну, Ты приехал, слушай, им говорим о крипте. пошабашила вся хуйня. Сидим о крипте, говорим, судачим, разговариваем. Разговариваем, в натуре нормально общаемся. Трем. 40 Судачим, но не выпусков, здесь все. вместо этой кровати были графики. Посмотри, что с тобой взаимопоявление. Так. бля. Хорошие девочки там, нормально. Следующий вопрос для Глеба. В связи с заинтересованностью, каким органам Сатоши Накамото перестал отвечать на письма? ЦРУ, ФБР, СБУ или свой вариант? ЦРУ. 4. Орган может быть разный. Думаем, ребята, орган это разный. Я может ж быть ответил. орган внутренний. И Ты чё? этот ответ правильный, поэтому ты зарабатываешь свой 2-й балл. Даша, будь внимательна, в скольких странах выходит Playboy? От 10 до 20, от 20 до 30 или свыше 30 стран? Время пошло. Свыше 30 стран. И это неправильный ответ, ты не зарабатываешь этот балл. Короче, Сколько просто. стран? Ты ни хера не знаешь вообще После про тебя Playboy. журнал начали закрывать. Ну я там была, я его видела. Не-не-не. Они Два Даша, вопроса в разрешаю пустоту. херануть его плеткой. Не. И правильный ответ Даша Самое сказала. интересное, что правильно. Даша правильно сказала. Почему? Потому что Херачунова. Даша ушла и начали закрывать Playboy. Куда я блядь, ушла? Ты, я Playboy. никуда еще не уходила. Я того есть. Вот так хотел самого. заступиться, еще С того получилось. самого. Даша, еще раз. Еще раз Блядь, его. ты Да, заебал. Дашка только Ты перестала там заебись. Комплимент журнал сказала, остался ты- только в Камбодже. А ты вот Да Даша аккур- только недавно снималась. Можно, пожалуйста, вычислить? так по-украинскому. Тышка. Вычислить по IP того человека, который говорит вот это Нет. вот нам сверху. всё. Да, по IP легко. Можно, пожалуйста, вычислить, где Глебу больно? Не действуют эти удары. Я тебе комплимент сказал вообще-то, а ты вот это вот. Их Вов, куда ты смотришь? Не-не, я как бы тоже за, чтобы туда. У Даши там формируется треугольник, я туда смотрю. Он уже сформирован. Я боюсь, что диван улетит. Следующий вопрос для Андрея. Сколько подписчиков в Инстаграме у Антона Птушкина? Варианты ответов. 1 300 000, 1 500 000, 1 800 000. Время пошло. Нормальных или Дайте накрученных, Я ты не же знаю, уточняешь. сколько- Я не знаю, кто это. Скажи. 2 секунды, говори. Я не знаю, дай Колю Серьгу только! Ты, наверное, не Ты очень правильно лям понял. 300! Опять с трактористом, понимаешь? К сожалению, время вышло. Лям 300, ну! Но даже если бы оно не вышло, это неправильный вариант ответа. 1 800 000. Ладно, я не знаю, сколько листов в white paper, но сколько у тебя подписчиков, ты Да не что? у меня, у Птушкина. Себя я знаю. Пи***ни его, Подожди, ну, ты- это. Это не Вова, а как Птушкин, зовут нашего сегодняшнего гостя? а варианты ответа. 9, 11. Блин, тебе не больно, если ты не хотела Мне его. было приятно, Даш. Что? Откуда у него лям 800 уже? Кстати, да, давайте почитаем комментарий. Сука. Косметика из Беларуси. А у тебя меньше? У меня тоже уже лям 800. Было лям 900, пошел, упал. Как биткоин в свое время. Как упал. ты думаешь, у тебя упадут подписки? После выпуска с этого? 100% Да, отвечаю. я это имела в виду. Будет 3 варианта. 9, 11 и 4. Вова, давай! Давай, Вовчик. Давай еще, такая рубрика классная. Вова, я смогу Там же было догнать их? написано Или постель. всё, Строилась. Туловский? У тебя с Дашей одинаковое количество по нулям, поэтому вы сейчас с ней соревнуетесь за проигрыш. Внимание, финальный круг. Вопрос для Вовы. Сколько букв в псевдониме Сатоши Накамото в английском варианте? Время пошло. Время вышло. Твой ответ? 15. Съел. Это правильно. Наконец-то ты заработал свой первый Иди балл. сюда, Даша, будь вообще. осторожна. Глеб, вопрос для тебя. Сколько существует криптовалют? Разрешается погрешность в 100 штук. Время пошло. 3800. Я сейчас буду Я не дам тебе в обиду. Это неправильный ответ. А сколько? 7800. А, ну вот видишь, на одну цифру осыпься. Обшибся. Нихуя на одну цифру на 4000. Вопрос для Даши. Кто была первой обнаженной звездой Playboy? Мерлин Монро. Браво! Ты заработал свой балл. Я даже... И я это знал. Наталья Могилевская. Мне это это была. помогло, скажите честно. Лимоновый фонарь.
Так, сейчас у меня может быть лимоновый фонарь. У меня сколько? 1 балл? У тебя 1 балл. Если ты ответишь неправильно, то ты сравняешься с Дашей и Вовой. у меня Один из вас будет объявлен. Лимоновые. Вопрос для Андрея. Сколько было выпусков в передаче «Орел и решка»? Разрешается откуда я подвижно 20 выпусков. Время пошло! 7800 сказать? Нет, дай вариант, Сколько это сейчас? сложно. Так, 100-й выпуск был я, мы снимали СССР, потом еще снимали Это 100. 15 лет назад. Время вышло. 200, сейчас, где-то Подсказка, 250. Зря ты не взял подсказку, ведь их было 550. Да там накрученные. Сколько? Сколько сняли? 500. Вы ебанутые, зачем столько выпусков? Только Сколько нету. батареек? У нас тут на камере 5 минут осталось. Гагарин Шоу. Набрав 2 балла, у нас побеждает Глеб, а значит вашим первенцем, скорее всего, станет мальчик. Но нам нужно выяснить, кто из вас самый глупенький. Поэтому сейчас... Я будет уже вопрос. знаю. Слушай, Бонус плюс. давайте так, кто блондин, тот и проиграл. Вот такое правило. Я загадал абсолютно рандомные 2 числа от 1 до 1000. Тот из вас, кто не отгадает ни одного из них, будет наказан. 437! Неправильно. 69! Умница, молодец, отлично. Одно число угадано. Андрей, Вова, быстро. 7! Кто из вас? Нет. 1! Нет. 1000! Нет. 42! Нет. Иди в жопу! Это известное число. 13. 666. Глеб не участвует в этом конкурсе. 666! Я первый. Я первый, я громче! сказал Я громче! Вова! Поэтому сейчас для выполнения экзекуции у вас все мы куплено в вашей приглашаем в нашу студию Шарашкиной конторе. Дашу Астафееву из 38-го выпуска. Дарья Астафеева! Держись, Андрюша. Вы должны любить гостей! 5 секунд, разряд тока. Поехали! Ах, вы собаки! Ах, как у вас хорошо! Бей, бей! 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 Вот хорошо! Я еще приду, еще! Ай, приду, все! Тихо! Дашка! Да 5 секунд прошло, идите в жопу! В жопу идите вообще к черту пошли! Идите в жопу! Вы че, с ума сошли или че? Приехал. Это была моя идея. Классно, хорошая идея, Отомсти Даш. мне сегодня премьер Пэлас. Хотел. Андрюша, ты разгорячился? Это мы вырежем на монтаже. Смотрите, на моей руке появилось вот таких 2 знака, поэтому вы можете заряжать свои айфоны. Просто брать эту и вставлять в меня. Простыми сюда. словами можем вставлять в Андрея. Так когда-то мне Или говорили. меня, кстати. Ни хрена себе. Я тебе говорю. Всегда это слышу, когда... А Дашка на подхвате. И в меня, Андрей, кстати. я удивлен, что не я проиграл, потому что вечно Поверишь, я тоже удивлен, Глеб. Да. Так, что Глеб, дальше? Я просто... Ты мне должен. Я больше люблю в Андрея. Я тоже. Ах, вы скотины. Ребята, Ладно он, но ты... я обращаюсь ко всем тем, кого еще не позвали сюда. Если вам поступит звонок В 2 часа ночи. 2 часа ночи, да, с номерами 69 666, не возьмите трубку, пожалуйста, не нужно Не возьмите совершать... трубку, возьмите сам за что. Настя, Настя, эта девочка, она будет жить с нами. Каменских. Получается. Каменских ты... О, Попахивает скандальчиком, а ну-ка. скандалы, так. интриги, расследования. Показать все, что скрыто. Андрюша, если ты зарядился, предлагай сейчас перейти в постельку. А давайте почитаем что-то про крипту сначала, а то я не настроюсь. Хорошо, а давайте почитаем. Гагарин Шоу. Ну, собственно говоря, если кто-то запамятовал, то наша передача не о грудях и не об отпи***ном беднякове, а о криптовалютах. Поэтому мы начинаем нашу постоянную рубрику новости! Ты, он, она. Все мы Давайте дружная она. шпана. Давай. Давай она. Анал. Космическая компания из анал. Давай анал. США. Просто разговор такой, давай, Нал, Давай давай. анал, Всё. давай, все. И ушли И вдвоем. ушли вчетвером. А вы не заебались вчетвером без меня? Космическая компания из США Рекомендация от опытной девушки. отправит на Луну 1 биткоин. Запуск лунного модуля Peregrine с аппаратным кошельком произойдет в ноябре текущего года. Глеб, Поцелуй ему персты, имеется в виду. что такое аппаратный кошелек? Что такое текущий год? Объясни мне.
Глеб, Это что не это то, что такое? есть у меня. Кошелек Наступающий холодного или следующий? хранения. Это как? Хорошо, это я. То есть Глеб, это кошелек. Глеб, вот смотри, Андрею непонятно. Мне непонятно, это что? Аппаратный кошелек, смотри. Я до сих пор что он не Птушкин. Ну ладно, давайте. Не, он не Птушкин настоящий. У меня на просто С кошелек. трезором, понял вот этим, который царь из воды выходит, не Птушкин. Это шутка. Неплохо. Да. Блин, ключи от каламбурошной у тебя. Там швабра и две шутки. Швабра, две шутки. Да. Сидят втроем, холодно уже, пылью когда уже зайдет, когда зайдет. Так, тихо, все, ребят, дайте разобраться, что такое... Там только завхоз дрочит, заходит. А кто у нас Все, давай. завхоз, кстати? Давай. Аппаратный кошелек Люба. – это холодный кошелек, так называемый, который не имеет доступа к сети интернет. На него можно перевести средства, Это я. отсоединить его. Там будет записано... Даш, на тебя Вытащи флешку. Вытаскивай флешку. Я не могу. системный блок. Перегрелся системный блок, да. Так, и что? И что там? И почему именно так? Чтобы его никто Потому не что взломал там, и не забрал? Да, там Это- записано 24 Это слова. же еще не конец. Это по факту и есть твой кошелек. Ты можешь потерять все, что может, там, доступ, Wi-Fi. логин, пароль, к почте, куда угодно, к Wi-Fi, А знаешь, удалить как все легко потерять пароль? компьютеры. Просто забыл имя своей жены во просто время забыл. секса. Я помню, да. Я Забыл помню, да. пароль. Я помню. Хорошо, биткоин будет оставаться Не, на подожди, память. стоп. Я просто тупой. Я тоже. Поэтому мы сели вместе. А для чего его Вы туда... сели вместе в губы. Для чего его туда посылать? Посылать, Это просто что типа так вот. Для шарма. когда-то кто-то туда прилетит, будет найдет, богатый. Это найдет буду этот я, кошелек, Глеб, кто-то. возьмет его, а один биткоин уже будет стоить тогда Так. $6 долларов, Так. потому что он будет не стоить ничего. И за биткоин купит пол-луны. То есть это типа современный орел и Вау. решка. То есть если мы прятали Да, там бутылку да. со 100 баксами, тут Ударь мы пошли Глеба, дальше, они пожалуйста. запрятали биткоин. Глеба? Да. На Я не Луне? могу Да. дотянуться. Я могу И вот пока они его Андрей. берут, и потом вводят эти 24 слова в блокчейне, в определенной программе, и получают, собственно говоря, те деньги, которые были на этом адресе. Слушай, а мне же кажется, просто на Луну поедет какой-то обычный там, ну, электрослесарь. Я. А не поеду я на Луну. Ты со своей И лошадью. найду-ка Из я. Мариуполя, из Да, Мариуполя. из Мариуполя. Мой сотрудник, я, Бедняков Мой Андрей. сотрудник. Нет, я. Там биткоин. Ты не Они понял. полетели. Они-то его Слесарь-сантехник закопают. 4-го разряда. Так. Они его закопают где-нибудь. И кто-то когда-то его найдет. Ну, мне кажется, те, кто Ах, туда вот полетят где на Луну, у них собака будут сумасшедшие зарыта. Ты бабки. сейчас объясняешь ему, что такое холодное хранение? Причем Нет, здесь я молодая объясняю. тема. Потому что ты слышал Я новость выходил, вообще? по-моему. Новость ты слышал? Новость я могу- слышал, что ты Ну. несешь, я не понимаю. В смысле? Что ты сейчас рассказываешь? Мужчина, мы О том, знакомы? что полетит компания и на Луне оставит кошелек холодного хранения Так. с одним Он уже биткоином. здесь. 2Х, Кошелек да. хранения холодного здесь. Ну и что? Он спрашивает, что такое холодный кошелек. И тебе Можно- на этом Не, а Можно вот уже следующая дочитать история. Для новость до чего? конца? А, вот Для оно того, что. чтобы фишка такая, что вот мы один биткоин положили на Луне. И типа, когда люди начнут летать Когда на Луну, колонизировать Луну, кто-то найдет. смотри, миллиардеры, которые полетят на Луну, они захотят найти этот биткоин. Да, но не найдут его. Они Это его будем под мы камень Это мы с спрячут. тобой, конечно, под камень. Знаменитый. Куда еще прятать? Под камень. кайфом. У меня дома деньги под камнем. Под Я кайфом. не знаю, куда большой камень стоит. Так, После следующая такого новость. объяснения Большой как бы камень вряд ли стоит, он давайте как бы начнет притормозим. пользоваться криптовалютами. Ну, Я он, уже представляешь, захотел. приезжает обратно в Мариуполь, пацаны садятся там на скамейке, там ж нарды, вот эта вся движуха. Это ты сейчас мэра показываешь. Но ты же в мэрию приедешь А, рассказывать ну, о я куда всегда- я всегда в мэрию достижениях приезжаю. о достижениях первой столицы. А так это еще не до конца Ну что, новость, я прочитала. Андрюха, ну ж ты был в первой столице, с криптовалютчиками общался, блокчейн, что это такое? Что вот это вот вы там обсуждали? И Андрюха такой садится, говорит, смотри, вот Нет, давай холодная- Андрей смотри, скажет, как он смотри, понял, а не то, холодная- как понял ты, холодная- как понял Андрей. Итак, внимание, Андрей, который понял, Так. когда Андрею рассказывали. Слышь, ты меня понял. Я вот, представьте, что вы мои пацаны с Мариуполя. Не, Андрей, ты понял? Тёма, Ты Макс. меня на понял не бери, я за Я твое понял. понял 20 лет. Тёма, отсидел. Макс, Я не да. понял. Андрей Ты понял? Тёма со мной. Тёма, Макс и Егор. Давай, Тёма, Андрюха, Андрюха. Тёма, Макс и... Игнат. Олег. Игнат Олегович. Игнат Олегович. Игнат, он всегда выделялся у нас среди там, Необычненький в компании. мальчик. Криптодумович. Мальчик необычный. У него очень богатый папа. И я им говорю, ребята, значит, смотрите, какая-то компания взяла, отправила один биткоин туда, на Луну, и использовала для этого кошелек холодного чего? Хранения. Нормально ты понял, Андрюха. Всё? Не, супер, Глеб. Да. Доходчиво. Я говорю, И смотри. кто его И найдет? кто его найдет, тот будет богатым дядькой, потому что... На один биткоин. Да, ну да. Ну и что я неправильно объяснил? Все правильно, смотри, мы в одной команде, мы спелись. Блин, ну Давай, Это как мама идет на работу и говорит, сынок,
в холодильнике котлеты. Не, ну это придешь ж со не школы, познавательная разогреешь. рубрика. Холодильники Здесь можно молотить любую... Ну, холодильники, это еще шапка на пожарить голове. Шапка на голове. Слушайте, и Я можно, обычно сырые ел. можно сейчас в этот момент отмотать, когда Вова объяснял что-то там про блокчейн. Андрею вот эти 15 минут, можно их как-то... И когда все заснули, можно вот вставочку Как вы сюда? все смотрите Гагарин шоу, когда на Глеба камера наводится на 1,75. Нет, давайте котлеты были сырыми, их надо Давайте пожарить. следующий Так, вопрос. следующие тогда. новости. Следующая новость. Вы запомнили тезисно, да? Холодный кошелек — это когда кто-то захочет полететь на Марс и спрятать там кошелек. Теперь двигаемся дальше. Я не так объяснял. Дональд Трамп назвал биткоин мошенничеством Мой бывший. О, что ж он себе позволяет-то, и а? призвал власти США очень жестко регулировать обращение цифровых монет. Бизнесмен объяснил свою неприязнь к криптовалюте тем, что его пидорства старого удалили из Твиттера, что Там она не было конкурирует с таких американским долларом, который должен стать валютой мира. Вовка, ты такой прикольный. Как вы считаете, Андрей, Я считаю, что... Человек-невидимка. имеет ли на сегодняшний день Донни политический вес, чтобы делать, значит, такие столь громкие заявления? Это позиция номер один. И следующий тезис. Не кажется ли вам, Да, Владимир. не кажется ли вам, что претензия к биткоину на тему того, что он может обесценить доллар, это наоборот шаг к признанию этого класса активов? Я полностью с вами согласен. Спасибо. Дональд Трамп дает слабину, мне кажется. Он понимает, что все. Гача. Его время уже... Гача. 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 Ты там, да, лови. Лови, Чуть-чуть лови. выпадает гача твоя. Слушай, Андрюх, ну если без шуток, серьезно, как ты относишься к Донне? Понятное дело, что мы без политики, но как бы это же Да забугорно. я не знаю, ну, дядька и дядька, все, он Нормальный свое типочек? отбыл. И Что за как для дома? бизнес он поддерживал серьезно в Штатах. Ты его заценил в тот момент, когда он проходил по отелю в один дома? Да, я его Это всегда было же ценил. прикольно, да, с Всегда малышками. ценил. с А его ж такими. вырезали, вы знаете, эту сцену? Да, вырезали после, да. Из Гагарин шоу, я после. знаю, да. Да, из Гагарин шоу. Вот сейчас мы здесь сидим, а он там проходит. Нам позвонили из ЦРУ и говорят, вы... CIA. Алло, вот это когда Дональд Трамп делает вот так. Алло, Вырезаем. Вова, это ЦРУ. Вот это скажи, вот это Трамп, вот это вырезать или нет? То мы сидим и не знаем, что делать. Андрей, А ты- все, давай, вырезаем. Андрей Данилко Все, подъехал. вырезай, ага. Но как ты считаешь, может ли стать биткоин валютой мира? Я уверен, что ну, не биткоин, а крипта, наверное, будет валютой мира. Когда-то, рано или поздно, я так думаю. Биткоин первый шаг на пути признания, а что-то после этого появится, что станет валютой мира. Возможно, выберут, да, какой-то. Таков твой посыл. Мой посыл, да. Твой месседж. Ребята, это И мой месседж. новость в тему. Ну, мне так кажется. Я думаю, что мы к этому идем рано или поздно. Ну мы- ты же знаешь, что надо делать, когда кажется. Конечно. Да. Ребята, что было вчера? Я вам расскажу. А вчера была среда. Бэм. Биткоин впервые официально признан платежным средством наравне с долларом США. И где же это произошло? случилось 9 июня в Сальвадоре. Та-дам! На фоне Ты был этого в Сальвадоре? события Я слушал курс новость. биткоин вырос на 5. Глеб, извини, пожалуйста, Процентов. можешь заново прочитать, Можно потому что заново, да, Андрей прочитать. смотрел на Дашину грудь и что-то пропустил. Да я на Дашкину давно уже не смотрел. Какая грудь? Биткоин Так. впервые Это официально прическа. признан платежным средством на уровне государства наравне с долларом. Ух ты. Это случилось 9 июня в Сальвадоре. На фоне этого события Вчера. курс биткоина вырос на 5 размеров. Как моя грудь. И что, они, ну, потом... Ты был в Эль-Сальвадоре? Я не был в Сальвадоре. То есть какой про стран? грудь не Ну, прокатила. там она не входит, эта страна, в этот список из 100. Владимир. Ну вот. Есть другие. Сальвадор. Значит, Кстати, хочется поехать? отправим тебя в командировку в Эль-Сальвадор. Так, я буду рассчитываться исключительно биткоином. Короче, Да, реально, потому что это там очень это реально. серьезное Это уже реально. событие. И вот очень я тебе, серьезное. как бы, как первый шаг, вручаю биткоин. Вот так вот он и выглядит на самом А деле. где мой? Вот это стоит 40 тысяч долларов. Все. Пожалуйста. Спасибо. А внутри там еще шоколадные конфетки. Рошен. Нет. Приятный бонус. Нет, смотри, биткоин это новая технология, там внутри нет. Очень хорошо. И Даже я- коньяка. То есть, Как что все я мои могу- бывшие. Что я могу позволить себе в Сальвадоре?
Ты можешь вот купить часть Сальвадора. Просто вот так сразу Весь. часть. Весь Сальвадор. Здравствуйте, я ваш новый хозяин. Владыка Сальвадорский. Слушай, ну это прикольно, наверное, то, что... И причем Сальвадор... Ну, странно то, что Сальвадор — это не страна первого мира. При всем уважении к Слушай, на самом жителям деле... Сальвадора, которые смотрят Ты знаешь, на нас. самом деле, залез на наши украинские форумы, и там, соответственно, многие начали писать, что Сальвадор, как бы, ну, это типа, где признали Сальвадор, там, какой-то эти сальвадорчане. Типа это Отправляй их ко мне. цирки и голуби. И, значит, я не поленился, полез почитать, что ж за Сальвадор там признал. Они когда-то получили независимость от Испании, в принципе, как и почти вся часть того света. Ну, собственно говоря, вопрос не в этом. Значит, там живет 6 миллионов человек. Так. Номинальное ВВП на 25% выше, чем в Украине. То есть вот эти чуваки, которые здесь в чатиках хохочут с Сальвадора, живут на 25% богаче, чем вы. А ты знаешь, что Google строит там город? Я знаю, что там откуда невероятные это знаешь? туристические маршруты. После того, как я прочитал, какая там красота, мне захотелось в Сальвадор. Все. Там Едем. Google строит... Как красиво. Ребята, Андрей, там Google. Счастливо. Куда? Спросите, куда я? джунгли зовут. Сальвадор. Птушкин улетает. Птушкин улетает. Андрей улетел уже. Сальвадор. Так, Андрей Сальвадор. Следующая новость какая? Давай. Я читаю. Да? Электромобили Деймак смогут добывать криптовалюту, пока стоят на стоянке. Какие машины? Электромобиль Деймак? Деймак. Я хотел взять Деймак в кредит, но Не не получилось, да? одобрили. Не одобрили. Укрсиб не Сальвадор. дал. Сальвадор не одобрил. Сальвадор, ну, из Сальвадора позвонили в Укрсиб, говорят, ребят, отказать. Внимание, помимо встроенного майнера, у авто будет собственный аппаратный кошелек, который позволит оплачивать дорожные сборы и совершать банковские переводы. Майнер. Как вы представляете это? Это все. Даш? Не, на самом деле, смотри. Во-первых, кстати, наверное, у нас этой новости нет, но президент Эль Сальвадора, его понесло по бездорожью. Он, короче, тут же сказал, мы выделяем $150 миллионов в резервный фонд биткоина, чтобы государство могло выкупать биткоин, ну, для того, чтобы оборот поддерживать. А на следующий день, походу, он не спал, опять выступил, значит, перед камерами и сказал, у нас будет самый экологичный майнинг в мире, мы будем майнить на наших вулканах. Не, мы просто скучно стало. Он едет и говорит, слушай, Это обо мне. я хочу машину, вот, чтобы я вообще не напрягался. Я буду ехать, и она И будет я хочу майнить. мыщу открывать И после окна. этой Да, новости хочу открывать, я- так курить сидеть, так что магнитола была, Да. вот это едешь, слушаешь, она манит там, алюту, я еду, рассчитываюсь вот так налево-направо, хорошо. Меня зовут Сальвадор, Надя. все ж так разговаривают, да? Это знаменитые сальвадорчане. Сальвадоринки. Это Вот была они, сценка из сальвадоринки. комедии, ну ладно. Сальвадолюсики. Да, Вот. ну ты хотела бы себе такую машину? У меня уже есть такая машина. Ну, Только она пока еще вот на это зимней твоя линии. малиновая Не, просто девятка, смотри, которая в припаркована. будущем, смотри, я тебе объясняю, для чего это Маза. Ты из Мариуполя, понимаешь, о чем я? Что ты за слово? Маза, да? Маза, да. Мать по-английски. Маза, да. Он букву «Д» не выговаривает просто. В будущем, ну, как бы, криптовалютчики, старые, олды криптовалютные, ну, типа, они будут, скорее всего, они уже все на фьючерсах, на вот этих всех догекоинах всяких и так далее. Бабок не будет, и они пойдут, как бы, в воровскую среду, 100%. То есть будущие воры — это криптовалютчики настоящие. Класс. Да. И, короче, и когда вот этот криптовалютный вор будет вламываться на парковке, чтобы тачку, он такой, типа, вскрывает тачку, а там майнинг. И для него это как... Такую тачку не по понятиям. Все. И он аккуратно закрывает обратно дверь, говорит, Мазду. А в Мазде не майнинг. А ребятам, которые магнитолы привыкли вот делать так уж. А он не может Он прикоснуться. растеряется, открывает, у тебя раскрывает, а там криптовалюта и майнинг. магнитола, и куда, и что, и все. И рука вроде и тянется. А не может? Не можешь, по воровскому Конечно, закону ты не можешь криптовалютчиков. определиться. И он Конечно. стоит, думает, а время сзади полицейские связали, все, и ушли. Для чего? Лежачие. Вывод. Для чего этот автомобиль? Для того, чтобы уменьшить Для того, уровень преступности чтобы в будущем, в стране. 2040 году, если она не сгниет, то ее не украдут. Вот такая цель. Это главный месседж компании. Все, мы разрулили эту новость. Вообще просто по полкам разложили. Я для новый вас. SEO этой автомобильной. Так когда-то президент Таврии сказал. в свое время, Когда зашел, открыл ногой дверь. Ну что? Гагарин Шоу. Стоимость токена Автомата за мгновение взлетела на 12 350%. Цена криптовалюты резко поднялась после листинга. Что такое листинг? Я тоже хочу спросить, что На криптобирже Binance. И курс токена достиг исторического максимума. Сколько? 4,5. Впоследствии он снизился до 1,9 за монету. 1,9 чего? Доллара? Что ты готов сделать за монету?
За монету? Ничего, За подписать контракт монетку. с Орелом и Решкой на 10 лет? Даша, что ты думаешь про Binance? Binance за монету. Давайте введем рубрику Binance за монету. Я напоминаю, такой человек в плаще, знаешь, по городу ходит, за углом стоит, так, что тебе? Binance за монету. Надо? Нет. Ответ у нас говорят в передаче. Это что значит? Ты, значит, нет? Ответ. Понял. Ребята, а сейчас новость. Прикольненько, кстати. СБУ выявила незаконную майнинг-ферму. В Днепре изъяло 350 устройств для добычи криптовалют. Майнеры подключили оборудование к одной Мои из бывшие трансформаторных подтягиваются. подстанций и добывали, не платив Тихо ты. за электроэнергию. СБУ их нашло. Так. Раздела. Наказала. Я предлагаю коротко. Я миллиона. предлагаю коротко откомментировать эту новость. Я считаю, что Нет, давай длинно. если СБУ это сделала, значит так надо. Ребята знают, что делают и зачем. Поехали дальше. Нифига. Правильно. 149, 721. Google отменит. Неплохо. Да не, ну вообще на самом деле я могу жестко сказать. Давай, скажи прямо, вот. Вот эта камера прям Четкие подключена. пацаны. Смотри, вот эта камера прям подключена к СБУ. Вот. Сука, Они ребята, туда прям я в кабинет. вас так уважаю. СБУ. Жесть, СБУ. Ты, яйца есть у тебя вообще. Да я могу Вообще я красавчик. симануть могу, знаешь как? Просто обосрались там смотрят. Всех уважаю Просто вас, красавчик. ребята. Боже, какой он рубаха парень. Ты смотри на него. Все. А теперь Это про наш Google общий. Давай. Про вот Да. этих неудачников из Про Google. дебилов, Про вот эти, американцев, да. сука, Не, вот тупые. тут подожди, тихо, тут не надо, туда. Мне еще ехать. Тут есть уши. У тебя. У меня же фамилия Ушаков, конечно. Даш, я тебе открою секрет, у тебя тоже они есть. Ну что же, Я ими не пользуюсь. Google, Да, дом без сережки. Google отменит запрет на рекламу криптобирж и кошельков Соединенных Штатов Америки. А был запрет? С июня 2018 На года карасе реклама и цифровых на- активов и связанного с ними контента в сервиса Google была запрещена. Новые правила, которые начнут действовать уже в этом году, упраздняют запреты и обязывают рекламодателей пройти сертификацию. Компания должна иметь банковскую лицензию в одном из американских штатов. Скажите, а как-то было это связано с тем, что раньше был президент тот человек, который критиковал криптовалюту? Двумя новостями ранее. Я думаю, что да, скорее всего, Донни не давал возможности американским компаниям отвязать Донни. коней по полной. А ты, кстати, в курсе, что вот буквально на Медне... Давича. При Называют как Донни бывшего. был запрет же на работу социальных сетей китайских, в том числе TikTok. И вот прекраснейший президент великолепнейших Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Джо Байден, прекраснейший уважаемый человек. Опять, кстати, позвонили, только что я передаю привет СБУ. 78 лет от роду. Нашим ребяткам. Отменил этот указ Трампа, и, значит, TikTok и еще несколько социальных китайских сетей снова возобновляют работу в Соединенных Штатах Америки. Вернулись в семью. Вернулись в семью. И вот тебе, пожалуйста, значит, Google отменяет запрет на рекламу криптобирж. Все это, значит, к чему идет? К тому, что, значит, Джо недвусмысленно нам как бы заявляет о том... Что тот был неправ. Тот был неправ, Вот он вообще а был я неправ. как А бы, я прав. А я прав. Всё. И я как бы крипто-френдли, получается. Я как бы конечно, крипто-мамочка, получается. Крипто-отец. Все, кто там работает, крипто-мама, вот, а получается Джо крипто-отец. То есть теперь, когда ты будешь смотреть ролики на моем канале YouTube Педняков, подписывайтесь. Там есть видео про Мексику, ставьте лайк, комментарий. Вот, то есть ты будешь смотреть не Я рекламу, бывал в вот это... Мексике, кстати, мне будет интересно Там посмотреть. другой вопрос. На нас надо как-то подписаться. Ставьте У нас лайк. новая цель. Ребят, новая цель 20 тысяч 20 подписчиков. тысяч подписчиков. Мы разыграем... Даш, давай твой костюм разыграем. Совсем недавно, Давай буквально, реально вот прямо разыграем. сейчас. буквально пару Слушай, давай дней назад наш канал перешагнул отметку 10 тысяч подписчиков. Мы вас очень сильно любим, даже тех, кто смотрит нашу передачу на крысу и не подписываются. Но есть такие. Есть. Так есть, вот они есть, сидят втроем. Поэтому, ребятки, подписываемся, ставим лайки и колокольчики. Быстро Наша с вами подписались. задача Взорвать быстренько YouTube. взорвать YouTube и дойти до 100 тысяч подписчиков и получить первую заветную кнопочку. Десятка есть, до 100 тысяч осталось всего лишь Каких-то 9. чуть-чуть. Кропаль. Децл. Децл. как Просто говорится. вот Такой Децл. Ты не знаешь, что ты сейчас прорекламировал. Что рекламировал токен. Ты на даже нашей не бирже. понимаешь. Мы забыли сказать о том, что Андрей является амбассадором проекта Децл. Что, почему Все, а вот так. вы выбираете вот всячески- Это бизнес, детка, ну блин. Где моя машина? Вот Дом. она, моя машина. Что не так? Кто тебя обижает, Даш? Кто? Вот эти ребята? Нет Нет. лучше влагалища, чем очко товарища.
Чему я это сказал? Непонятно. Неплохой девиз, неплохой пароль от Wi-Fi в этом здании. Да. Может быть, просто лучше Вове пить? Ребята, прекрасная новость. Вот, прилетела сейчас из Малибу. Малибу. Да. Я Она когда пью, я не летела базарю. из Малибу. Давай. Глава криптовалютной биржи... Главпочтам принял эту новость. Глава криптовалютной биржи Gemini, как вы же знаете. Gemini. ну. Близнецы. Джемини. Gemini. Джемини. Тот фильм, где Уилл Смит играл, да? Да. Вот этот чувак. Да, Я робот. индийский фильм. Все, индийский фильм. В общем, глава вот этой, собственно, биржи... Winklevoss. Просто царь. А ты знаешь, что это? Конечно. Очень Это приятно. основатель Facebook, чувак. Я знаю это его. те братья В смысле? Уинклвосса, Нет. у которых Цукерберг идею. Цукерберг. Да. И И они, он короче, наплевали на всю эту дерьмо. Они отсудили у него 74 миллиона долларов, на которые купили биткоины и стали первыми в мире миллиардерами биткоина. Да, потому что Вот купили крутые они его по чуваки. $130. Вот это крутые чувачки. Сколько они накупили их? На все 78 миллионов? Ну, почти на 74? все, да. Ну, купили И там создали еще немножко. бизнес. Хлеба чуть-чуть домой. Шлюх и Ламборгини, конечно же. Одну, чисто там. Ржать. Чисто одну, потому что их два брата. Один ездит понедельник, среда, пятница, второй, соответственно, вторник, четверг, суббота и воскресенье перепадает. А в воскресенье друг друга. Прекрасная математика. Давайте я продолжу читать эту великолепную новость. Давай. Так вот этот вот Уинклвосс Читай без Winklevoss. остановки. назвал Читай без биткоин золотом 2.0 и заявил, что в ближайшие 5 лет цена актива вырастет до 500 тысяч американских долларов. 500 Я, косарей в кстати, ближайшие знаком с 5 этой лет. новостью, и они сказали, что распродавать свои активы они начнут не раньше, чем по 380 тысяч. То есть 370 ждем, стоим, Стоять, держим строй, держим строй. стоим. Чувак, это правда. Вот он доходил до 60, они вообще на лайтах такие. просто. Типа Не, ну 60. Вообще на сравни лайтах. 60 Как мы 380, ну это... Да. Не, ну ж понимаешь, что как бы, знаешь, основная проблема, Вов, ты сегодня на лайтах? основная проблема, недавно читал, кстати, высказывание, это очень понравилось. Безос спрашивал у Баффета. говорит, Джефф? Говорит, Джефф, у вас, старина. говорит, у вас такая простая, говорит, торговая стратегия, типа торговать на длинных дистанциях. Говорит, ну это же так просто, получается, все могут, получается, пойти и торговать на длинной дистанции. Он говорит, вы понимаете, в чем проблема? Господин Ворон говорит. Никто не хочет заработать в долгую. Даже не так он сказал. Он сказал... Это я так Здесь и сказала. сейчас. Придумай, как он сказал, и Прямо здесь Есть время. и Вов, прямо есть время. Ты можешь, сейчас. займись делом. Да. Давай следующий. Ну, просто втроем. Как же он сказал? пусть он пока подумает. Украинские депутаты обратились... Сейчас я себе скриншот. Сейчас я вспомню, говорит. Алло, Джефф, а как ты сказал? Давайте, чтобы я не был перед Дастом. Украинские депутаты Вот, обратились... смотри, стой, можешь, пожалуйста, притушить свет? Баффет ему отвечает, потому что никто не хочет Баффет ему отвечает, потому что никто не хочет разбогатеть медленно. Никто не хочет. Конечно. Ну, я тоже люблю быстро. Вот так Ты сразу. понимаешь? Оп, и все. И в этом-то, собственно, и заключается вся история. В том, что никто не хочет разбогатеть медленно. Ну, хорошо, ты хочешь медленно Ну, разбогатеть? ты представь себе, просто вот представь себе ситуацию. Вот купил, например, криптовалюту по $130. Так, и и она вот, 60. И вот Бах, она уже 60. 1000. Нет, да подожди, до 60 еще дожить надо. 1000. У тебя уже ручки, ты знаешь, как чешутся? Да, но если бы я был Василием, который... 7 раз ну, уже а тут в выросло. зависимости от Кто человека. тебе сказал, что ты не 10 Василий? тысяч. Я не знаю, надо в это верить. В любое ты веришь. понимаешь? Ты веришь в свой YouTube-канал, ты веришь в свою семью, там, ты Но веришь во что-то. душонка-то уже, понимаешь? Я понимаю, ну, Тушенка на Ты уже банках. Надо верить. Это бизнес. А как ты хочешь? Надо не то, чтобы верить. Вот эта стратегия Баффета заработка на дистанции, он зарабатывает стратегиями десятилетними, ну, то есть десятилетними, да, там, циклами. И поэтому, когда ты на дистанции, там, в несколько лет у тебя уже x10, ну, два ты до 380. Хорошо, дойдешь. ты Уинклвосс. Вот ты Да. и ты. Когда вы б сдали нервы? Когда нервишки б сдали? Я тебе могу заверить, что если бы я купил по $130... Когда б ты скинул? Вот честно, без вот прям, ну, откровенно. Не то, что я бы скинул 386. я бы вряд ли до сегодняшнего дня додержал бы всю эту котлету. Если- 50%. Я думаю, что я бы попродавал по 10, по 8, по, я не знаю, Ну, по если б, ну, 1000, если по б ты 3. купил на 74 ляма, правильно? Да, на 50, условных да. 50 лям. Я бы, знаешь, себя чем успокаивал, скорее всего, что у меня его еще до хрена. Вот, и я бы вот так вот его продал бы. Я бы продал бы там пару тысяч, там, по там, 1000, еще бы 1020 скинул бы, там, по 10 тысяч. Но на 30 тысячах, я тебе говорю, я бы уже в эйфории просто скинул бы, у меня бы осталось 5 биткоинов, скорее Слушай, всего. ну я не верю, что ты скинул по 1000. Мне кажется, такие люди, они Слушай, да не постоянно. Я тебе хочу- скинуть по 1000. Только дорожает, люди начинают Мы, продавать. мы с ребятами там в одном... Это там, фатал.
скинул такую статистику интересную. Как бы общепринято, что как бы люди, у которых там большие капиталы, у которых там типа хорошие инвестиционные стратегии, что они как бы там круто шарят. И он скинул как пример, да, выжидают. И он скинул как пример одну такую историю, типа у чувака, значит, еще там даже не по $100, а еще дешевле, с этого момента лежит на кошельке 9500 биткоинов. И он держит, держит, оно растет, $300, $500, там $800, все, там 1000, держит. Начинается вот этот вот взлет в конце лета 2017 года, начинается с 5 взлет... до... Да, там. Ну, там даже не с 5, а с 1000, оно там с какими-то колебаниями взлетает до 20 тысяч. Он на 20 не продает ни одного биткоина, кошелек мертвый. Биткоин с 20 падает до 3, и чувак реально от шпунси продает 3000 битков. Биткоин дальше, значит, корректируется, там тролливали, на 3 топчется, и, значит, еще один взлет на 14 тысяч. Он не продает ни одного биткоина. Биткоин с 14 тысяч падает на 3800, и он где-то в районе 4-4,5 тысяч продает еще. И вот так вот чувак, короче, волнообразно двигался, короче, и продавал в самых низких точках, которые, ну, то есть были в текущем цикле. Поэтому, на самом деле, вот эта вся басня о том, что киты, там, типа, большие, шарят, там, типа, чуваки, там, шарят и управляют рынками, нет, на самом деле не так. Рынок — это рынок, и на каждую рыбку есть рыбка больше, поэтому, если вы где-то допустили оплошность, не переживайте, есть супер заряженные чувачки, которые допускают такие оплошности в том числе. Вот. Типа не ссыте, вы еще не лоханулись. Не ссы, анисим, мы тебя повысим. Да. Ну что, двигаемся дальше. Гагарин Шоу. Украинская певица Тина Кароль выпустит NFT на маркетплейсе Binance. Тина Кароль создала уникальное произведение под названием «Молода кровь» в рамках кампании 100 Creators, приуроченной к запуску Binance NFT. А Binance, Также короче, собирает одним из на лотов NFT всех, будет кого не ее пригласил отпечаток Гагарин Шоу. Вы пальца. обратили внимание? Ну мы подурежем вам ассортимент, только Тину Кароль оставим. А ее палец? Я так понимаю, что это не войдет, поэтому можем читать следующую новость или... Тина Кароль всего один пальчик, один отпечаток выставила. Ай. Ну что, мы будем с вами, друзья, наблюдать махач между двумя NFT. Между NFT Даши на площадке WhiteBit совместно с Лешей Потапенко и NFT Dance вместе с Тиной Кароль. Кто кого? Я приседала И это они неделю еще не трезвые. зря Это для они еще NFT. трезвые. Даша просто сделает так. Flawless victory. Fatality. Нет, это бабалить, это бабалить. Гагарин Шоу. Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 Ну, это я человек так думаю, что так и будет. ликвидировали Давай, 170 давай. организаций по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалюты. Можешь про себя читать? Кайф, кайф, Все, кайф, это все, кайф, это кайф. хорошая новость. Кайф, кайф. Короче, китайские правоохранительные органы Китайцы. арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалюты. То есть вот так отмывали баблишко. Отмывали. Такое возможно вообще? Да. Послушай, я вот на самом деле недавно читал новость о том, что, значит, американские спецслужбы на протяжении 6 лет готовили операцию, в рамках которой они поймали какого-то, значит, Злодея. поймали какого-то айтишника. Этот айтишник, значит, в телефоны, в какое-то там программное обеспечение поставил, с помощью которого они по всему миру, значит, вели слежку за 6000 людей одновременно, так далее, на протяжении 6 лет. В итоге чуваки арестовывают 85 пассажиров, там несколько тонн кокаина или травы, и что-то там конфискуют около там 100 миллионов долларов. Я сижу, читаю эту новость просто, и, ну, допустим, читая паблик там Харьков, я понимаю, что у нас СБУшники за месяц только в Харьковской области больше людей и на большие суммы. 6 лет подготовки, они Очень старались. Очень старались, Очень 6 лет старались. подготовки. А как бюджет ты сольешь по-другому? Какой? Американский. Ну конечно, пончики каждое утро жрать с кофе. Ну. Надо ж бабки где-то Эй, брать, надо. Смит, давай выпьем, давай, Джордж. Какой вкусный пончик. Сколько еще лет посидим, понаблюдаем? Еще лет 5 понаблюдаем. Да, надо Сколько лет мы серьезно наблюдаем? 3-й год идет, брат. Наблюдаем. Наблюдаем. Ну, давай, понаблюдаем. Смотри внимательно, смотри в оба. У вас недостаточно доказательств. Какие ваши доказательства? Мы вас ловим. Да, какие ваши доказательства?
Красная жара, 94 год. Сколько лет вы за мной наблюдали? 5 лет. А мало. 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 У вас практически ничего нет У вас на меня. ничего нет на меня. У вас просто Все нет самое ничего. интересное было в 6-й год. Да, вот, подождите еще чуть-чуть. Вот там замес будет. Вот там начнется. Но вы стратили, идем Я заново. тебя могу попросить об одном. Понаблюдай за мной еще год. Да, понаблюдай. Ну, Просто присмотрись. Присмотри, да, если вдруг что-то Вдруг не так, ты чего? мне звони. Ну, мы чтоб там, а вот на 6-й Смотри, там уже это все. вот, и когда ты увидишь, что я выношу ковер, Это значит И зима. пианинку. Значит зима, я Значит, иду его зима чистить. 6-го года. Да, Значит, зима близко. зима близко, да. И пианинку, и пианинку. Гагарин Шоу. Украинские депутаты обратились к руководителям ЕС по вопросу блокчейн-интеграции. Межфракционное объединение депутатов Blockchain for Ukraine направили письма главам институциональных органов ЕС, которых предложили сотрудничество по созданию единой инфраструктуры блокчейн-сервисов. Также члены Союза выступили с инициативой по выпуску сертификатов об иммунитете ковид на блокчейне. Получил сертификат, получил визу. значит, Не представляешь, визу, а въезд. картину, казаки пишут письмо турецкому султану. Мы ее рисовали. Вот так вот они, значит, сидят. И в этом... А давай вот это еще напишем. напишем. А давай вот это еще. Не-не-не, Давай подумаем. он уже вот так вот его, значит, заворачивает. Стой, 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 стой! Индекс забыли. Не, давай еще один пунктик. Давай еще что-нибудь про Да блокчейн. нет, смотри, я считаю на самом деле, что блокчейн for Ukraine обязательно должен выступать с инициативами по развитию каких-то отраслей в Европе. Потому что у нас мы уже все порешали. Так. У нас что не на блокчейне? Вот куда ни плюнь, все на блокчейне. Пошел купить батон в магазин, тебе предъявляют блокчейн. Коррупция на блокчейне. Коррупция на блокчейне. С откатами Коррупция, по кстати, всей у нас у вертикали. первых в мире на блокчейн Правильно, перешла. коррупция по всей вертикали. Украина вошла в топ-5 мир по обороту криптовалюты в мире. Потому что мы первые перевели всю коррупцию на блокчейн. Наконец-таки, наконец-таки. А ты знаешь эту историю о том, что у нас появились десятки депутатов, которые, оказывается, купили биткоин в 2011 году? Да. Я Когда тоже я это слышал. еще ковырял вот так вот козявку и смотрел, долетит ли она до потолка, пацаны уже покупали биткоин. А пацаны знали, что долетит. Пацаны знали. Пацаны все Пацаны знали. И у них сейчас много их. И пацаны с 2011 до 2021 молчали. В 2021 такой, кстати... Ух ты, елки, Лен, что? а что у нас там в холодильнике лежит? Вот это там, где лекарства и лук на двери. Она такая... А биткоины у тебя, крипта. Это ж биткоин. Да, Вот это Олежка, хорошо. в 20 Олежка, году. это хорошо. Олежка. ну ух ты, а я и забыл совсем, говорит. Вот Она это... такая, чуть-чуть в кетчупе Пророщенный вымазались, лук. но... Да, Пророщенный это ж лук. твои. Пророщенный, да, и картошечка вот Именно такая маленькая, с пророщенный ноготочком лук. такая, чик-чик-чик торчит. Ну что же, и крайняя новость 41-го выпуска, конечно же. Да пускай лежит. Да-да. ФБР Так и про Ленина говорят. ФБР вернула... Ты ассоциируешь, значит, то, что у тебя вот здесь с Лениным, он так и лежит, на него все просто смотрят. Дай сюда. Да? Заходит под стекло. Не ты. Моя любимая сцена на Pornhub, кстати. Кстати, сегодня смеялись. Один из проектов, Паук, значит, у них амбассадором выступает модель из Pornhub. Ну, актриса. Прикольно. А у вас Дурнев. 1 200 000 подписчиков. За сколько? За 6 аналов и 3 песни. Ой, дураки! Какие вы дураки! Это ты что, Дашка, ну а ты чё, по ты- Чечуна включил? ФБР вернула Из нас победил Дурнев. ФБР вернула большую часть выкупа, выплаченного хапером... Хапером. Хип-хопером. Каперсом. Все это ФБР вернула каперсы. Все. Все, такая новость. Рынок снова работает. Алло, экстренное сообщение. ФБР вернули каперсы. Спасибо. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Алло, сержант Смит. Алло, сержант Смит. Операция выполнена. Все каперсы на локации. Птичка в Птичка в клетке. клетке. What did you say? Я говорю, Гача. зернышко в тулубе. Actually, yes. Каперсы на базе. Все окей. связано. ФБР вернула большую часть выкупа, выплаченного Что за каперсы? Хайперами. ФБР вернула большую часть выкупа, выплаченного хакером DarkSide в биткоинах после атаки на оператора американского трубопровода Colonial Pipeline. Трупопровода, это что такое? Трубопровод. Colonial Pipeline. Власти конфисковали 63,7 биткоинов. Сразу после перевода выкупа с адреса Colonial Pipeline хакерам ФБР отследила транзакции в блокчейне. Часть из них перевели на кошелек, доступ к приватному ключу, которого был у правоохранителей. И как именно приватный ключ
ключ оказался у ведомства, не уточняется. Приватный ключ хранился на серверах компании, в офис которой ворвались сотрудники ФБР. Всем стоять! Не, Это просто, ФБР! не, просто все под эту новость дружненько стиранули под себя, потому что, типа, новость понеслась таким образом, что, типа, значит, ФБР взломали биткоин, но на самом деле все было проще. Просто зашли ребята, говорят, отдайте ключи, они говорят, нате. Нате ключи. Все. Никакого взлома биткоина не было. Нате, только не И заставляйте потом сняли покупать фильм крипту. «Дверь». Нате, только заберите каперсы. Слушайте, у нас одно маленькое условие. Вот вы забирайте код, ключ, забирайте, да? И Пожалуйста, заберите каперсы в нагрузку. Они, знаешь, там грузины сидят такие. Не Слушай, каперсы, брат, а ну с пустыми пикаперсы. руками тебя. Куда ты уйдешь? Куда Там ты? домой, там дети, семья. Глеб, как это было, пожалуйста? Не, они заходят и спрашивают, можете дать ключ? Он говорит, ключ от всех дверей вам, пожалуйста. Вот они получили ключ, открыли все двери, Не а там лежал каперсы, ключ а от биткоина. пикаперсы. Вот и у нас веселее была версия. Да, Душевнее. Я ожидал, что он поддерживает Да, я немножко тоже знал. грузинской Он же не ноткой. может держать всю Что ты передачу мне на тут привязи. рассказываешь? Послушай, эй, слышишь? Да кого ты батон начал вот Еще это сильнее рассказывать зарылся. вообще? Чувствую себя Наташей. Мулярка. 45. ФБР. Не, ну вряд ли ФБР вот так вот как бы врывалось. Я уверен, что они врывались под песню Насти Они Каменских. очень тихо зашли. Красное Красное Вот так. вино, теплый летний дождь. Я уверен, ты мне все биткоины вернешь. Мы уверены, что ты нас не ждешь. Я уверен, что ты меня не ждешь, да, вначале. Гагарин Шоу. Наш вечер плавно подходит к томному концу, поэтому перед тем, как ложиться в постель, у меня есть к вам маленькое предложение. Проверить, готовы ли ваши шаловливые пальчики к этой ночи. Внесите пупырки! Почему они гейские? Они Пацаны, детские. извините. Почему гейские? У вас такие эти, нет. Да, тебе, конечно, в Мариуполь лучше не возвращаться после такой движухи. Жестко. Я ни разу, кстати, не сталкивался с этой штукой. Ты что, гонишь? Это потому что у тебя ребенку только 5 лет. Не за... У тебя ребенок еще не просит антистресс? Не. Я говорю, старшей, ей 11 лет, она постоянно покупает антистресс. 11. Я говорю, дочь, говорю, где? Как это Как? случилось? Как так случилось, что тебе нужно 10 антистрессов? А Говорю, что такое просто. антистресс? Антистресс? Это вот такие же штуки, только большие. Ну вот это типа поп-ап, по-моему, если я не ошибаюсь, называется. Это антистресс. Ну, Типа вот назовем так вот это берешь так. и... Да. Это оно реально вот так вот выглядит? Это настоящая эта штука? Антистресс — это такая, может быть, штучка, которая наполнена, знаешь, там всякими наполнителями. Ты мнешь, типа, и как бы, ну, Ну, сбрасываешь. это не обязательно поп-ап. Не обязательно. Поп-ит. Слушай, самое классное... Поп-ит. Просьбочка перевести все пупырки на одну сторону, товарищ Бедняков. Самое классное... Товарищ, сам ты товарищ. Товарищ! Товарищ Бедняков! Товарищ! Переведите пупырки на эту сторону! Тамбовский волк тебе, Тебе товарищ. товарищ, ясно ты? Товарищ! Гнида. Товарищ! Это... Вовка, извини. Я уже знаю, кто проиграет в этом конкурсе. Не было у них наших обычных этих пупырышек. Как Да они? давай, пырышки, Пырышки, пупырышки. Эти чудесные пырышки себе на коленке, спрячьте левую руку за спину, и только одним указательным пальцем вам нужно перевести все пупырки на другую сторону. Тот, Алло, кто сделает алло. это первый получает Алло. приз. Начали! Алло, я левша. А мы до завтра будем в эту игру играть? Сука. Хочешь выиграть приз? А током не будут бить? Приз это не ток? Нет, Одним пальцем. не токен. Я только в одну точку. Вы похожи на кассиршу какая-то. Пакетик брать будете? Светка. Малолетка, а 17 лет. Полюбила Светка весь еврейский сыр. Совет. Сыр. Еврейский сыр. Совет. Да, еврейский сыр. Еврейский знаменитый сыр еврейский умеет сыр. делать чудеса. У меня один остался. Ложь — это Никакого цвета. как в детский... Почему нам все время дебильные задания? Как Это меня дебилы. унижает. Я хотела Что сделать за шутки борщ. из меня сегодня чехать? Хотелось. Реально как в попу Я по кошечке утрам сует. интересная женщина. У меня один всплыл. Не спрашивайте, И откуда это я не знаю. поп-ит. Есть! Так как ты Нет. слышишь, Да есть? я у вас забрал 3 секунды. На зов и Что ты шеф. трешь? Пока вы, там отвлеклись, я еще 3 засунул. Отсосунул. А тебе лишь бы засунуть. Так, ну вот эта зона мне не очень нравится, вот это. Подвинься. Зона бикини? Да. Все! Да иди ты в...
так быстро Ай, строчить. вы старики. Видно, чем ты занимаешься. У меня Все! браковано. Ну все же. Продемонстрируй на камеру. Да что Кирилл. продемонстрировать? Вот, смотри, братан. Съел? Сука. Pride is our... Иди сюда! Я преподавал, где ты учил. Как там правильно сказать? Да. Где все? Покажи. Да все, вот. Покажи. А у тебя вон одна, смотри, съел? Две даже. Так они повылазили, У меня слышишь? нету. Так Всё. ты покажи, где? Вот все, чики-пики, А еще вот, давным-давно, пожалуйста, ребята. У меня браковано. Мне кажется, вы не одним пальцем вставляли это все. Андрей Бедняков победил, и он получает титул «Самые шаловливые пальчики» и букет красных роз, который лежит подле его ног. На котором я стоял уже минут- Вручи торжественно Да там ему ручки цветы. болят. Иди сам вручай. А можно, пожалуйста, музыку? Он колется. Он колется. Включите Дуа Липа, пожалуйста. Кто, Андрей колется? Неплохо сейчас с юмором, Вова, неплохо. Сейчас Вова вообще сильно, такое Вова пролетело, сильно. Это Вова мой сильно. друг, это мой друг. Я его знаю. Вы слышали шутку? Я его знаю. Ля, я завис на нее, смотри. Подарите мне такую штуку. Ты не туда Забирай. смотришь. Yes. Вместо гонорара. На. А он еще и за деньги сюда приехал? Я нет. Какие деньги? Нет. Дашенька, это тебе. Нужно бросать, кто будет следующим Марышка гостем, и кто поймает. Смотри, только осторожно, это кладбищенский. Глеб, подержи, пожалуйста. Гагарин шоу. Вау! Ну что же, друзья, Добрый вечер. откладывайте розы в стороны. Андрей, я надеюсь, я сначала первый подарили, мужчина, потом кто тебе откладывается. после того, как ты натыкал пальцами, дарит цветы. Не первый. Ах ты мариупольский Ах ты, мариупольская быдло. прощелыга. Какие вы тут злые. Не приду к вам больше. Если вы помните, в одном из прошлых выпусков Даша возбуждала наши холодные кошельки рассказом о биткоине. Это были кошельки. Крыжани гаманти. Тогда она покорила наши сердца, а теперь пришло время нам покорять ее. Даша, надевай пульсометр. Сейчас мы с парнями по очереди будем рассказывать тебе о растущем курсе биткоина. И тот, кто заставит твое сердечко колотаться, получит право первенства брачной ночью. Тот, кто побеждает, мужчины, Так. берет Дашу под ручку и уединяется. А Он уже это проигравшие сделал. друг дружку. Неплохо я приехал к Это вам. Очень отступление от хорошая программа, и сценария. конкурсы Да. отличные. Да, при условии, что жена приехала, конечно, лучший конкурс. Так а что, Ника закроет глаза. я Так, думала, а это что, перерыв. первый раз или что? Я тебя умоляю. Я тебя прошу. Как будто она вот это не видела. Да? Ты же вот это даешь, блин. У нее прямой доступ в касте к камерам, К холодному братан. кошельку. Она видит все, что там происходит. Frozen. Потому что он у Как меня. ты продаешь там биткоины? По 7 тысяч, Давай. потом по 12. Батя, врубай. Вова, начинай. Я буду кончать. Хорошо, Глеб, начинай. Даже, знаешь, смотри, курс растет. Нам скоро будет что жрать, да? А вот и не только, а вот уже и поездочки. На дачу. По-моему, не весело как-то идет эта история. Ты ездила когда-то в Днепропетровск? В смысле, я туда родом ездила. Нет, из-под, а ездила в Днепропетровск. Далее курс начал расти, и ты добралась до Киева. Бьешь по больному. Киев стал вроде бы как ближе. Мне кажется, если ласковее Даша сейчас умрет. и нежнее. Черный бархат с красным ядром. Это пока непонятные слова, да? Понять, И все тут поняли. на фоне Вашингтон, уже Лос-Анджелес, Лас-Вегас, и ты садишься в самолет и взлетаешь. Обожаю мужчин, которые не пользуются фантазией. Продолжай, Глеб. Какой-то фильм пересказывает. Значит, а потом он заходит такой, ну там это собака. Окно в Этот ему Европу. говорит, Да, этот ему говорит. А лежит собака, вот А это где ее документы? прострелили, А я- собака простреленная в этот момент. А он такой, а я говорю, а я не знаю, где мои документы. И тут бац, и как хлопок на И кухне. такой, оп, Оп. да, и все. И как женский крик, соседская дочка. Помогите, Помогите, помогите. А уже то ночь ему выйти страшно. Она еще выбегает, а у нее во лбу этот нож. Нож. Вот такой. И отмороженный полицейский мимо проезжает, как будто ничего не видит. Вообще, Где нож? во лбу. Во лбу. А тут Во лбу единорог. И все такое, и сразу снег пошел. Да, все там дальше, это ФБР. понесло. Отдайте каперсы, вот это что-то началось, какой-то движ, вот этот Париж. И Трамп в конце такой. Да, и ты потом... Замыкая круг. Не история. 86 и не меняется. А ну подожди. 120, 127. 86. Даже тут не меняется. Глеб, извини. Давай, Андрюша, ты. Я? Да. Подожди. Давай.
Работай правой рукой. Даш, я медленно набираю адрес твоего кошелечка большим указательным пальцем. Нажимаю кнопочку. Этим, да. У меня же указательный вот этот палец. Дайте, пожалуйста, вот килограмм этих огурцов. Свинина чуть-чуть. Свининки, да, грамм 400. И Вот это... И вот эту мормышку. Не, вот это не надо. И вот эту мормышку вот- дайте, да, я сегодня к куму иду, мы будем футбол смотреть. Так, Полкило значит, мормышки. смотри. Полкило мормышки. Дашка, Я мормышка. завожусь. Ты заводишься. Я Как набираю рыбак я указательным пальцем заценила. слово Enter. И потом перевожу. Слышишь в трубке? Вы в отличной форме. И потом перевожу все свои биткоины на твой кашель, Даша. На твой кашель я покупаю тебе почему пульс пенталгин. И мы вместе с тобой едем лечить твой кашель. Мы летим далеко-далеко. Швейцарию пролетаем, Австрию. И остановимся где? Правильно, в Дзержинске. Ты, мы пробегаем Дзержинск. Идем в Орджоникидзе. Ты, я и мэр Орджоникидзе. Я говорю, привет, мэр. Он говорит, привет, Андрей. Я умер. И тут достигает... А у тебя поднимается там пульс или нет? 400. У тебя 96? Давай было от 86? Давай от мэра переходить к презику. Презик это кто? Президент? Я просто уточняю. Мы же не о политике. Мы не о политике, не политическое шоу. Даш, и вот я перевожу все свои... Без презика. Все свои Я перевожу все свои биткоины в поликлинику, где ты лечишься. Твоему лечащему врачу и говорю, не пробуйте больше летучую мышь, которая залетает к вам в форточку. Это не фото. Не трожьте ее. Бери меня. Я твой биток. Возьми Любимый, меня за я бери биточек. Биток Я в переднюю часть на Куриный. крылья мененные на оригинальные. Даш, Я куриный бетон. Даш, я бы продолжал бы эту тему еще, но у меня сразу без сетку Мариупольское Азовское море. 170. 170, ребята! Я домой. Сколько? 170. 107. Это Умерла максимально? с ним, типа? 170. Так, Андрюша, давай. Давай. 82. Малолетки, не знаете, о чем надо с женщинами говорить. Смотрите сюда. Что мой рот сейчас будет делать с Сейчас ее поехали, у ушами. меня есть пол-литра. Даша. Просто Даша. Мы знакомы. Смотри. Можешь еще раз сделать так. Смотри. Никакие курсы За биткоина. 2 выпуска. Смотри, никакие сняли. курсы биткоина тебя не должны волновать, малышка. Тебя должно волновать только твое нижнее белье и моя рука возле него. Уф! А когда курс начинает расти, Ой, ты божечки. мы с тобой просто неспешной походочкой Я так понимаю, это не Ойшо. отправляемся в Ойшу. Успешной походкой отправились в Ойшу. Купили штаны и С***лись домой. Это нечестно, это ж просто крик. Да ты все равно 3-е место занял, шанса на победу нет. Сиди дома. Не, ну окей, конечно. Даш, самое главное для мужчины, чтобы он был не жадным. Поэтому первое, что мы с тобой делаем, когда биток начинает расти, Раздаем бедным все, что у нас есть. Берем собачку с улицы домой. покупаем тебе черную сумку Биркин. И ставим сразу мне татуировку на лоб. Меня. Да. Зачем вторая? Но пишем это невидимыми чернилами. 95 еще 2. Смотри, Даша. Ты когда-нибудь видела, как я открываю бутылку вина без штопора? Руками? Я продавливаю пальцем вниз эту пробковую байду. И оттуда брызгает красное вино. Теплый летний дождь. Теплый летний дождь. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Да. Как я пою потрясающе. Продолжайте. Хочешь, я тебя полежу? Ложись. Полежи. О. Вовчик не растет, стоит на месте. Как Что с биткоин. Что с тобой делать? Как биткоин Что с тобой последние 3 дня. Что с тобой делать? Почеши мне за ушком. Мизинцем правой ноги. Не поможет. Сейчас, прикинь, 14. Просто 14. И какой-то крипто... Вот это может помочь. Продолжай. А можно было так, да? Конечно. Боюсь мой сейчас мерять. У меня там уже больше, чем 107. Если ты придушишь, это +7. В карме. Смотри на меня, давай, возбуждайся, сучка, бля. Вов,
Вовчик, ну еще меньше стало. Ну ты понимаешь, Сказала, мне нравится грубо. Обманула. Не, грубо печка, в смысле, вот эта сельская. Мне нравится грубо, она просто приходит. Грубо есть, да? Грубо. Молчи, Руба. Она имела в виду, ставь руба. Все, я проиграл? Нет. Ребята, с кем приходит Пульс играть? не обманешь. Никакого соперничества, вообще ничего нет. Ну, Сука, ты сейчас получишь прямо в шоу. 107. Андрюш, бабки. Это бабки вот, это твои. Так. А на моем кресле лежали, значит, мои. Знаменитая схема. Ребята, ну что, ну каково быть неудачниками? Каково быть лузерами? Расскажите. Схема, знаешь, такая могла бы сейчас, как в «Брат», это не в «Брат», а как в «Бумере». Помнишь, когда их копы остановили на трассе, когда они в деревне едут, а один пошел пописать в лес? А копы им подкинули, копы им в багажник подбросили траву. И такие типа, о, москвичи, типа, что же вы траву перевозите? Я не помню. И этот последний их чувак, который ходил пасать за их УАЗик в лес. Так, а вы шо? Из УАЗика вытащил у них кэш, который под козырьком лежал. Они шо? А он подходит и говорит, мы готовы рассчитаться, пацаны, чтобы отпетлять. И шо, а эти шо? Ну и что, коповскими бабками рассчитался с мусорами, получается. Веселая история, смотри, это лучше, чем ты рассказал фильм. Ребята, я хотел спросить, скажите, телеканал «Алчная желчь». Каково быть неудачником в последнем конкурсе? Ой, вы знаете. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вам как? Вы заняли почетное 3-е место. Ну, по-моему, вообще... Каково? Вы знаете, бронзовая Спасибо медаль. огромное. Это были наши неудачники сегодняшнего я? вечера. Даш, ну а мы с тобой поедем в село искать грубу. Тара-пара-па. Такая веселая финальная рубрика у нас получилась. По-моему, она войдет в монтаж. Ее даже не надо резать. Гагарин Шоу. Так как Андрей Бедняков заставил сердце Даши колотаться, он удостаивается права первого... Не возвращаться домой. Даже отсюда, оп! На, это подарок. Это, ух ты, телефон! Со всеми твоими контактами сразу. Право Что? первой брачной ночи с Дашей Астафьевой. Поэтому он может хватать ее на руки и отправляться в уютное гнездышко. Ну, хорошая Вас кровать, там кстати, как будет. у меня, постельная, как у меня дома. Ну что же, выпуск подходит к концу, но это значит, что мы встретимся с вами в 42-м выпуске, мои дорогие. Я обязательно посмотрю 42-й выпуск, ребята. Почему ты спишь со мной в постели? Не спи, А пожалуйста, разговариваешь с нами. с тобой. Во-первых, тут моя сестра. А где твоя рука? Ну, А где твоя Но вторая она же рука? сводная. какая-нибудь сводная, да. Ну, Андрей, сводная сестра. Андрей, покажи руки. А, не могу. Да. Вот такая вот история. Я не знаю, что это происходит. Ребята, я обязательно посмотрю 42-й. Это сердце, это Но сердце. я могу сказать, что не будет так... Даша, перестань гладить мой мениск. Это первое. А второе, пора уже засыпать, иначе нам начнут стучать по батарее. Друзья, всем пока. Ставим лайки, колокольчики, не смотрим наши выпуски на крысу. Нашу. Я Химано! Нас уже Колокольчик. 10 тысяч. Но есть один маленький нюансик. У нашего режиссера буквально завтра день рождения. Или сегодня. И хоть в языческих племенах поздравлять не принято заранее, мы все же его поздравляем, Володя! Расти большим гомосексуалистом! Иди к нам, бегом, Володя! Вова! 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 С днем рождения, брат! Оп, оп! Оп! Есть! Смотрите, каким он был до того, как начал есть барбитурат. Барбитурат. Вова до Гагарин Шоу! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday режиссера! Happy birthday to you! Ты же куришь? Есть! Ой! Ура!
Как там вид сзади, ребят? Настя, Не, ну в принципе я был на Гагарин шоу, тут как бы, ну, не надо ничего выдумывать. Криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда. Криптуй сюда, криптуй отсюда.